Привет всем хорошим людям! Всем привет! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Наши приключения, друзья, продолжаются. Прошло пару дней, и сегодня мы отправляемся за нашим кразом. Нам сегодня нужно его забрать. Тщательно подготовились опять в очередной раз. И будем разбираться, что там с гидрачом. Ну, я искренне верю, что мы просто дольем маслица туда, и должен он поехать. Взяли с собой еще дополнительно топливо, сделали страховочку, все, чтобы было красиво. И, в принципе, что нам еще там надо? Сейчас я уже не помню так. Все взяли. Да, вроде все взяли. Так что пожелайте нам удачи. Мы выдвигаемся. Вам же я желаю приятного просмотра. Надеюсь, дорога до дома будет легкой. Вот, также по тормозам там еще вопросики у нас что-то там клинило, мне кажется. Вот. Приятнейшего просмотра. Не забывайте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать следующие серии. Ну и, конечно же, поставьте лайк. Для вас это 1 секунда, а нам приятно смотреть, что вы даете обратную связь. Завариваем чай, печенье, пельмени, колбаску нарезаем. Все, как вы любите, мы начинаем. Частично мы уже загрузились. Здесь вода, масло, ключи, лейки, вещи, обед. Без обеда никуда. Сейчас еще чуть-чуть догрузимся. Нам нужно загрузить АКБшки и будем выдвигаться. Ой, волнительный момент, как обычно, знаете. Хочется все предусмотреть, но иногда бывают косяки. Но в этот раз, я думаю, все должно быть нормально. А самое главное, чтобы не подвел крас. Все, выезжаем. Все, выезжаем. Сегодня мы едем на Citroёне Димином, потому что здесь зимняя резина. Мы в прошлый раз чуть выехали. С вами попрощались. Начали выезжать, блин. Дождь размыл так дорогу, что у нас там оффроуд был. Вот, поэтому сегодня едем на Citroёне. Не спешим, потому что здесь ямки. Бляха, Дима, не спешим, потому что здесь ямки. Не, нам направо теперь. Ой, друзья, у нас тут оффроуд, блин, хоть бы нам доехать. Что-то ливни эти лили, позалили всю дорогу. Но Дима, он на опыте, уже 20 лет в оффроуд клубе. На Citroёне. Citroёn 4×4. Ну ладно, вот вроде бы мы тут проехали опасный участок и движемся. Но уже, знаете, такие сидим все на таком, немного на стреме, блин. Ладно, едем дальше. Нам осталось здесь уже совсем чуть-чуть. Несколько километров. Все, приехали мы, друзья. Ну, как здесь у нас обстановка? Вроде хорошо. Но видно, что мы здесь, знаешь, шороху навели. Ничего здесь не украли. Дима, я опять забыл ручку. И я думал про ручку. Ну, неважно, ладно. Так, колеса. Колеса не спустили, Дим. Первые 3. Тут нормуль. Солярку не слили. Хотя ее тут нету. И это колесо в норме. Ну, слушайте, друзья, отлично. Отлично. Сейчас открываем капот. Смотрим масло, доливаем масло. Ну, зверюган, блин. Чё себе, здесь даже с хранения на амортизаторах осталась вот эта защита. Так круто, круто, круто. Интересно, сколько там воды. Но воды нету у нас, к сожалению. Дим, принеси, пожалуйста,
Юриса зажимные плоскогубцы. А не, нормально открутилось. Сейчас дольем маслица и будем пробовать запускать аппарата. Вот здесь у нас, видите, снято с подкачки. Что по маслу? Все отлично. И на щупе тоже написано ЯМЗ 236. Непонятно. У нас на кразе ЯМЗ 236 написано, и здесь тоже ЯМЗ 236. Хотя мотор явно 238. Дим, притащи масло для гидроусилителя, пожалуйста. Так. Ого, я еще заметил косяк. Вентилятора куска нету. Блин. Это плохо. Так, заливаем маслица. Дима пшикает средством против комаров и давится. Мы сейчас зальем топливо сначала, все, чтобы меньше потерять воды. А что мы ее потеряем? Ну, оно ж капает. А ты видишь, откуда капает? Не. Я тогда видел из-под помпы там где-то что-то. Я там сильно не смотрел. Нет, нам двадцатки-то хватит, а там доедем до колодца и наберем. Или в озере в этом. Ну да. В принципе, нам же хватит этого. Масло долил, знаете, это порядочно зашло. Литра 3 точно зашло. Так что будем надеяться, что гидрач будет работать. Потом дольем, если что, еще. Так, мы потихоньку восстанавливаем дверь. Потому что можем так не доехать. Порастеряем все. Осы опять вернулись. В прошлой серии мы боролись с ними. Но победили частично только лишь. Нет. Польется. И так. Да я. Есть солярий. Ты что, первый раз заливаешь? Конечно. Давай. Ладно, я там не умею, а ты как так? Вот, смотри, Воронку канистру держать. всегда вот так нужно держать. И никаких других схем не должно быть. Любая другая схема — это тупик. А ты мерил, может, его слили? Не. Я не мерил. Ну, кстати, можно было померить. Мы бы понимали, Слили когда у или нас нет? закончится. Не, когда мы сожгли 40 литров. Ну ладно. Слушай, ну нормально, Дим. Во. Должно хватить. У нас здесь шланг какой-то валяется, Дима. Какой-то длиннючий. Был шланг. Мы, возможно, деревом его оторвали, да? Это была опасно. Чуть не отрезала голову мне. Так, как тут у нас сцепное устройство? Все отлично, даже помазано. Камушек сейчас уберем. Кабель наш на месте. Я немного волновался, чтобы тут никто не пришел, да, не раздербанил это все заново. Ну, хорошо, что никто не пришел. Так, несем АКБ. Все, отлично. Все, мы аккумуляторы закрепили. Все, что нам осталось сейчас, это
залить воду. Но мы, наверное, сейчас заведем его, правда? Пусть качает воздух и зальем воду одновременно. Так. На передаче? Сейчас проверим. Лучше проверить. Дима, здесь осы какие-то, блин. Это ж хорошо. Как не ехать с осами потом? С тобой домой привезешь. Ага. Так, ну пробуем. А, ёпта, это ж у нас вот так. Надеюсь, они сейчас надо здесь внутри попшикать, Дима. Иначе... Так, запускаю. Ракета. Вода есть. Краник не закрыт. О, блин. Ладно, не буду его ломать. Хрен с ним, с этим расширительным бачком. Пусть вытекает. Жалко воды, конечно. Все, можем ехать. Масло в гидраче. Должно быть нормально. Посмотрим, сейчас чуть-чуть проедем, будем смотреть по обстоятельствам. Если там будет проблема, дольем еще. Но если будет работать, то это будет хорошая новость. Температура 25, друзья. И мы готовы к выезду наконец-то. Сложили все вещи. Около 30 километров, я не засекал. Около 30 километров нам нужно проехать на этом монстре. В сопровождении Димы, поэтому, я думаю, нам ничего не страшно. Все, запускаем мотор и выезжаем. Друзья, раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточены передовые производства, около 90% мировой электроники. Почему же мы читаем на коробках техники Case Guru «Создано в Тюмени»? В Тюмени мозги и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик, экспериментируют с материалами и вводят свою нейромодель сенсора для смарт-часов Case Guru. Глава компании Case Guru Вадим Боков лично контролирует разработку. В народе Вадима прозвали «Тюменский Илон Маск». Тюмень – это инженерия, гарантия и ответственность. Китай – масштабирование производства. Так получилось, тюменские часы Case Guru с рекордными характеристиками. Продаются только напрямую у разработчика. У тюменских смарт-часов Case Guru Nova изогнутый дисплей, лучшие углы обзора, информация видна при разных положениях руки. У аналогов зачастую обычные плоские дисплеи. У Case Guru Nova прокачанный динамик и микрофон. Качество звука при разговоре как в смартфоне. Тюменские часы Case Guru Sport 2 Full HD дисплей как у телевизора. Рекордная четкость, виден вне зависимости от особенностей зрения. У Case Guru Sport 2 гибридный корпус 2 в одном, устойчив к царапинам и повышает стабильность работы датчиков. Тюменские часы Case Guru Classic 2 премиальный аккумулятор с замедленным старением. Рассчитан на срок до 7 лет работы, это в 3 раза дольше аналогов. У Classic 2 более 150 спорт-режимов. Мировой рекорд.
Больше режимов, точнее замеры. И точнее рекомендации от умного алгоритма сенсора. Выбирайте тюменские смарт-часы Case Guru по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод TRACK2608 на скидку до 1000 рублей. Друзья, наши метры первые. Очень сильно трясет. Кабина здесь, конечно, подуставшая, блин, зараза. Везде зазоры, все вот так вот, ходуном. Руль вроде как работает, но после нашего краза, конечно, здесь печалька. Дорогу не будем рыбакам разбивать. Потихоньку доедем. Оба! Это безумный Макс отдыхает, друзья.
своеобразный такой в лесу тест-драйв. Если что-то отхлебнет, то в лесу. Из-за больших габаритов, конечно, идет на всю дорогу. Здесь хорошая лесная дорога, прям красота. Заглушил краза. Докатываемся метры здесь. Надо осмотреться, Дим. Просто решил проверить, как он вообще без мотора катится. Это тоже иногда нужно, чтобы понять, идут ли вибрации какие-то, все ли у нас в порядке. Вот, ну вроде все хорошо. Сейчас посмотрим вокруг, как у нас там дела. Ой, я тут немножко уже одурел. О. Дима, ты как? По-моему, нельзя за кразом ехать. Ситроен весь. Неважно, мы его сейчас помоем. А как краз ведет себя? Краз пушка. Колеса все кривые? Вот это кривая. Оно единственное нормальное. Но оно и кривая. Ну и переднее тоже более-менее. Ну, выглядит, конечно, это все страшно, монструозно. Нам нужно проверить, не отошли ли у нас нигде колеса, Дим. Посмотри своим глазом опытным. И все ли у нас нормально. АКБ не потеряли. Ну, кабина гниловатая, к сожалению. Вот где масло у нас плывет на гидрач. Вот и здесь тоже плывет. Шланг плывет. Неважно. Сейчас еще чуть проедем. Потом посмотрим еще. Наверное, дольем немножко. Тут я вижу, и вода у нас тоже немного плывет. Откуда-то. Непонятно откуда. УАЗик фермер. Что он здесь делает? В этой глуши. Ну, вода чуть-чуть где-то подтекает. Может, какой радиатор? Или что-то. Ну, или патрубок. Но это мелочи. Воздух травит чуть-чуть. Это тоже мелочи, Дима. У нас, смотри, вон, видишь, все амортизаторы. Все с хранения вон. Видал? Вот такая тачка. Ну, вроде все нормально. Ну, едешь, вся кабина ходуном, все ходуном, бляха. Но если едешь 50, то вибрации прекращаются. То есть вот 50 на нем поливаешь, вообще хорошо. Но все равно страшновато. Машина непонятная, тормоза слабенькие. Знаешь, такое себе. Вместе с нами едут в новый мир оводни, шершни, осы. И у них такое, знаете, превращение из райского места в такую, в соляру, уже в городские джунгли. Но они едут с нами. Едут, блин, такие здоровые. Не боятся. Вон они, как кони, блин.
попью водички и прям дальше. Мы где-то километров 10 проехали, еще 20-ка, может 25. И вот такие у нас приключения. Ну, вроде пока что все нормально. Пока что все нормально. Что здесь все в солярке? А, это, наверное, как ты разлил тогда, Дим, да? Поэтому, скорее всего. Все, двигаемся дальше. Я уже свернул на более прямую дорогу. Вот, чтобы нам как можно меньше ехать по асфальту. И еду по полю, и здесь запах, друзья. Только что вот здесь, видите, обработали биоматериалом. Запах просто ехать невозможно. Ну, наверное, это натуральный запах, я так понимаю. Вот, так что еще чуть-чуть. Вот там элеватор вдалеке. Скоро будем дома. Гидрач пока еще работает. Дима поехал по нормальной дороге, а я чуть сокращу. Вот, так что двигаемся. Потихоньку, не спеша. Ну, Красюка красавец. Едет, блин. Все хорошо. Километров где-то осталось. Может и больше, блин, я уже запутался. Ну где-то, не, ну 15, наверное. Мы здесь обычно катаемся на АТС, на всех наших машинах. Березовая роща, красота. Вот, уже здесь поменьше оводней, не так, как там мы ехали, просто трындец. Вот, ну сейчас чуть-чуть еще и уже будем на базе. Все нормально вроде, но единственное, гидрач уже, наверное, вытек. У меня такое чувство странное. Ого, как-то нам тут попасть. Ой, друзья. Блин. Одной рукой тут тяжело. О. Пошли. Вот это, друзья, у нас оффроуд только что был. Я даже не успел камеру включить. Оффроуд был жесткий. Я думал, не пройдем, но прорвались. Вообще капец. Там в низине была такая грязюка, мама, не горюй. Все, заглушил Кразевича, друзья, добрались до базы. Все хорошо. Бляха, двери наши потихоньку расслаиваются. Фух, вот это у нас путешествие. Дима, ты как? Неизвестный абонент. Стоп, неизвестный абонент звонит. Немножко переоделся, блин, чуть-чуть посвежее, умылся, потому что на Кразе как будто, блин, с рейса приехал с Владивостока. Вон он, красавец, стоит. Ну и сейчас наша задача загнать его сюда, к нам вот на базу, и, думаю, нужно его помыть. Обязательно нужно начать с мойки, и потом будем потихоньку разбираться, что там работает, что не работает, как и с чего начинать его возрождение и возвращение к жизни. На самом деле, это уже хорошо, что он столько проехал, это уже очень-очень хорошо. Можно сказать, что он наполовину уже вернулся к жизни. Вот, ну, сейчас загоняем.
Проверим, работает ли передний мост, работают ли блокировки заодно, потому что нам нужно развернуться. Запускаем мотор. Легендарный ЯМЗ-238. Еще хотел уточнить у опытных крозаводов, может кто-то сталкивался, для чего вот такие здесь как бы баки, а еще вокруг ящики. Непонятно, то ли это заводское решение какое-то, то ли что. Вот, может кто-то сталкивался, обязательно напишите. Все, загоняем крозюку на базу. Так вот, у Краза есть блокировка между задними осями. То есть, когда включаешь рычаг, то обязательно будет работать либо одно это колесо, либо это приводится. Вот. Потому что у него идут два кардана отдельно на средний мост и на задний мост. Ладно, начнем с того, что вытащим изнутри весь хлам, помоем Кразевича и тогда будем дальше уже понимать, что и как. Самое главное, что у нас работают блокировки, что у нас завелся мотор, что у нас коробка, передачи, сцепление, все переключается, все работает. Это очень-очень хорошо. Потому что если бы какая-то из этих систем вышла из строя, то ремонт здесь, он настолько сложный. Все эти огромные механизмы. Это Урал отдыхает возиться с этой машиной. И не просто так его зовут людоед. Потому что он водителя просто уничтожает. Я проехал здесь, наверное, порядочно, не 30 километров, там больше этих километров было. Потому что что-то мы ехали. Сколько мы там соляры, кстати, спалили. Мы, по идее, всю эту солярку должны были уничтожить. У нас такой оффроуд знатный был, весь Краз в грязи. Ну, слушай, не, еще есть. Это мы как бы еще меряем, знаешь, вот так вот меряем. Можешь так и так померить. Не, больше тут нету изгиба, понимаешь, у меня никак. Если, конечно, загнуть. Ну, в общем, вот так вот мы меряем. Как бы, ну, что-то есть там на дне. Это хорошо. В общем, он почти не жрет соляру. Решили перед тем, как мыть Краза, немножко перекусить. Галя нам приготовила вот такие вкусненькие шанишки. Так что сейчас попьем чайку. Вот смотрю на него, друзья. Ну какая-то бруталища. Это очень брутальный грузовик. Он второй стоит. Ну просто красавцы. Сейчас моя задача в первую очередь была задача помыть Диму Ситроена, потому что мы его вымазали весь. Вот, и он уже отправился домой. Ну а я сейчас возьму внутри, здесь наведу порядок. Уберу все, что здесь внутри есть. Вот, всякие вещи. У нас есть, кстати, зеркало еще одно заводское.
И здесь мыши прогрызли. Ну, одним словом, сейчас тут все наведем. Уберем все эти вещи. Вот, также что у нас здесь? Вот это все уберем, спалим. Сидуха. Вот, и там тоже наведем порядок. Убрать все, посмотреть, насколько тут все печально. Вот, потому что вижу, что здесь идет какая-то просадка у нас. Все это сейчас достанем, посмотрим, чтобы мы понимали, что здесь и как, насколько все печально. Вот. Такие вещи, все это надо убрать отсюда. Кстати, кран какой-то. Здесь есть опасность нарваться на очередное осиное гнездо или еще каких-нибудь животных. Непонятно для чего вот эти вещи. Кто в курсе, пишите в комментариях. В запчастях здесь есть, видите, пневмовыключатель камазовский и кран подкачки. Вот так он выглядит, кразовский. Специфический кран. У него преимущество, что можно колесо накачивать как обычно и через подкачку. То есть очень крутая штука. И много вот таких орехов. Кто ими питается? Напишите, кто шарит у нас. Вот эти вот орехи вскрыты типа. Или это семечки какие-то. В общем, очень много таких. На моторе были. И здесь. Вижу, тоже есть. Здесь еще, видите, вот столько нашел железа. Сейчас возьму пылесос. И все эти вещи нужно будет нам тут пропылесосить. А железо, естественно, все сохраним. Вот, так что иду за пылесосом. Сейчас будем наводить порядок. Думал, по-быстренькому наведу порядок, но, друзья, так это не работает, к сожалению. Полчаса я выносил все это, но вроде бы с большего все выволок. Там в ящике тоже в инструментальном навел порядок. Вот там внутри. И сейчас вот вынесу уже здесь орехи эти оставшиеся. И буду проходить пылесосом. Пылесосом здесь выпылесошу. Убрал коврик. Ну и вот здесь, видите, такой вот щиток у нас некрасиво сгнивший. Тоже нужно будет наводить с этим порядок как-то. Но не знаю пока еще в целом, как с этой кабиной быть. Вот, потому что нюансы по кабине такие значительные. Вот, не знаю, что с ней делать, если честно, пока что. Ну, посмотрим. Биоматериал. Вы знаете, мох такой, вот, ядреный. Прям мойка не берет нифига. В 2 раза приходится проходить, потому что с первого раза вообще не берет.
Видимо, все-таки очень долго стоял крас, и прям мох, вот, ну, я не знаю. Он уже двойной слой у него, понимаете? То есть снизу такой жесткий на солнце, а потом уже сверху такой более цветущий мох. Успел только переднюю часть отмыть. 1,5 часа где-то ушло. Это очень такой кропотливый труд, потому что, ну, пока везде залезешь, пока все смоешь. Причем мох этот очень толстый слой, и его очень-очень трудно отмывать. Заднюю часть еще не мыл. Вот, не нравятся мне эти короба, надо их убирать, они портят вид краза. Вот, ну а так... Помыл и внутри помыл. Также помыл мотор. Очень хорошо отмылся мотор. Просто прелесть. Вот так выглядит. Ну, он отмылся, потому что он не особо в грязи. Вот, тоже моторный щит там прошелся. Радиатор помыл. Потихоньку, не спеша мыл. Снимал эти заборы и все это мыл. Так что теперь выглядит Кразевич прям, ну, по красоте. По красоте. Вот, тут тоже отмыл все, знаете, залез сюда, тоже прошелся. Все эти рессоры, диски, вот так вот. В таком ключе все потихоньку, постепенно от этого мха отбиваю. Но все равно, видите, вот так он остается, зараза. Все равно. Ну, надо еще просто проходить, где-то не попал, где-то не дошел. Одним словом... Надо еще работать. Вот, но все это мы будем делать уже в следующей серии. На сегодня это все. Отправляюсь домой, потому что уже выходные, нужно уделять время семье. Это тоже очень важно. Поэтому огромное всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте, друзья, поставить лайк. И не забывайте, конечно же, подписаться на наш канал, чтобы не пропускать следующие серии. Кразевич будет в нашей семье. И мы ему дадим новую жизнь. Нос чешется, не могу. К чему это? Напишите в комментарии. Каждому из вас я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.